Наступила осень, воздух уже достаточно холодный, в некоторых местах, возможно, даже уже выпал снег. А это значит, что пришло время пить чай. И предлагаю вам альтернативу привычному черному крепкому чаю с сахаром, два корейских чая. И первый из них из зизифуса с имбирем. Зизифус, точнее, проще, но, наверное, более известен под названием китайский финик или джуджубе. Итак, нам нужен зизифус настоящий, китайский финик 200 грамм. Первое, что мы делаем, это хорошо промываем финики в воде. Желательно сделать это 3 раза. И делаем мы это, как бы перетирая друг об друга финики и также между своими руками. Промыв финики 3 раза, мы замачиваем их в холодной воде. Нам нужно немного размягчить их, потому как они сушеные, и 10 минут мы оставляем их в воде. За это время подготовим имбирь 20 грамм. Мы нарезаем его кусками среднего размера. Если у вас вдруг аллергия на имбирь или вы просто его не любите, вы его убирайте. После замачивания промываем финики еще дважды. Делаем это точно так же, как бы потирая финики друг об друга и между руками. После промывки закладываем финики в кастрюлю. Кастрюлю лучше использовать не тонкую, а достаточно толстую. И туда же закладываем подготовленный нарезанный имбирь. Затем все это заливаем водой. Вода нужна будет в объеме 1,5 литра. Не удивляйтесь, что воды много, кипятить будем достаточно долго. Финики сушеные, нам нужно, чтобы они размякли и разбухли. Накрываем крышкой и доводим воду до кипения. Делаем мы это на сильном огне. Когда вода закипит, мы уменьшаем огонь до среднего и будем варить еще в течение 1 часа. Конечно, периодически посматривайте, чтобы вода не закипала или не ушла совсем, у всех газовая плита разная. Через час кипячения снимаем с огня и первым делом вынимаем имбирь. Теперь нам нужно будет пропустить финики и воду, полученную от варки, через сито. Используйте железное сито, потому как придется приложить усилия. Мы пропускаем все это через сито, перетирая финики через сито, периодически добавляя жидкость, в которой это варилось. Мы делаем это так, как мы, например, бы делали пюре. Как отваренный картофель мы разминаем на пюре. Наша задача извлечь как можно больше жидкости и мякоти. Процедив в первый раз, мы должны будем продолжать перетирать финиковую массу через сито, используя при этом жидкость, полученную нами от первого процеживания. То есть мы перемещаемся в какую-нибудь другую емкость и используем прежде процеженную воду. И в этот раз мы увидим, что получили, как можно сказать, больше мякоти, чем в процессе первого процеживания. То есть так мы получаем более глубокий насыщенный вкус чая. Для топпинга можно использовать либо несколько кедровых орехов, что тоже очень красиво, у них просто сейчас нету, поэтому я беру тот же самый джуджубе, китайский финик сушеный, и вынимаю из него косточку, затем сворачиваю его в ролл и нарезаю его кружочками. И получаем такую-то интересную, красивую форму в виде спирали. И просто кладем уже поверх чая. В чай вы можете добавлять мед по вкусу, желательно мед, можно и сахар, вдруг у вас аллергия на мед. И вы можете держать его в холодильнике в стеклянные банки и по необходимости доставать, нагревать и употреблять. Далее приведен способ приготовления, и мы переходим к другому, второму чаю, тоже относящемуся к зимнему сезону, к холодному времени года, так как он тоже согревающий. Это будет гранатовый чай. Пропорции будут приводиться на 1 гранат.
Гранат нам нужен, конечно же, спелый. И обычный белый сахар. На 1 гранат 3 столовые ложки сахара. Мы извлекаем гранатовые зерна любым удобным нам способом. Главное, чтобы белые перегородки, прожилки у нас с вами не попали туда, куда мы складываем зерна. И затем нам нужно будет просто-напросто их раздавить. Собственно говоря, опять же, любым удобным вам способом, толкушкой или то, чем вы давите пюре. Первый, обычно, как я делаю, первый сок, который получаю, выпиваю его свежим, потому как там еще достаточно много сока. И когда вы уже положите в банку, чтобы быстро не забродило, лучше, чтобы сока все-таки было в банке не так уж и много. Поэтому, выдавив сок второй раз, мы добавляем сахар, в данном случае 3 столовые ложки, и перемешиваем. Вообще количество сахара зависит от того, насколько сладкий ваш гранат. Попробуйте его и там уже по вкусу добавляйте сахар. Мы храним этот чай в стеклянной банке в холодильнике и подаем его как обычный чай. Заливаем его кипятком на 1-2 столовые ложки, там обычно 200 мл воды, или тут уже вы найдете свой баланс вкуса. Настаиваем мы 1 минуту. Вот 2 чая для осенне-зимнего сезона, чтобы прогреться, согреться и чтобы сохранить себя, предохранить от простуды. Лайкайте, подписывайтесь, приятного вам аппетита! Далее приведем способ приготовления для второго чая.